Привет, AR мой. Готов ли мир услышать, что за, казалось бы, обычной улыбкой Чингука скрывался тайный эмоциональный план, сюрприз, который не только лишил Тэхёна дара речи, но и потряс чувства фанатов, породив один большой вопрос, на который до сих пор не был дан публичный ответ? Было ли все это специально подготовлено к дню рождения Тэхёна 30 декабря? Этот вопрос возникает не случайно. В последние дни социальные сети полны предположений, отрывков моментов, снимков внешности и простых, но значимых фраз. Фанаты, особенно AR, которые следили за каждым шагом BTS на протяжении многих лет, почувствовали что-то необычное. Царила медленная, но сильная эмоциональная атмосфера, словно секрет приближался к критической точке, которая заставит любого, кто это увидит, с трудом сдерживать слезы. Это необычный сюрприз. Это история о заботе, о давних связях и о том, как один маленький поступок может значить так много, если его совершает тот, кто действительно заботится. Чингук известен как человек, который часто выражает привязанность действиями, а не чрезмерными словами. Он редко публично объявляет о своих планах. Именно в молчании фанаты начали замечать тонкие намеки. В нескольких интервью и прямых эфирах Чингук кажется более задумчивым, когда говорит о времени, воспоминаниях и значении совместного времяпрепровождения. Его фразы звучат зрело, спокойно, но при этом полны эмоций. Многие начали задаваться вопросом, почему Чингук, кажется, думает о чем-то большом, о чем-то личном, о чем-то, что, возможно, не предназначено для публики, а для одного человека, занимающего особое место в его жизни. Тэхён и Ливи для Чингука не просто участник группы. Их отношения развиваются на глазах у публики уже более 10 лет. С самого начала, еще будучи стажерами, до того, как стать мировыми иконами, они часто поддерживают друг друга, и это не всегда драматично, но постоянно. Есть маленькие моменты, запечатленные камерой, короткие улыбки, многозначительные взгляды или молчание, которые на самом деле больше похожи на разговор, чем на слово. По мере приближения дня рождения Тэхёна 30 декабря, фанаты начинают складывать все эти кусочки воедино, создавая единую, трудно игнорируемую историю. Спекуляции усилились, поскольку Чингук стал проводить больше времени в студии, не только над музыкальными проектами, но и над чем-то очень личным. Некоторые фанатские источники отметили незначительные изменения в привычках Чингука, начиная от выбора песен, которые он слушает, тем, о которых он говорит, и заканчивая эмоциональной атмосферой и загадочными постами в социальных сетях. Явного заявления нет, но именно отсутствие объяснений еще больше подогревает любопытство. Все ли это часть плана сюрприза? Готовит ли Чингук что-то, что станет незабываемым воспоминанием для Тэхёна? День рождения в мире BTS – это не просто дата в календаре. Для участников и фанатов этот момент часто является пространством для размышлений, благодарности и искреннего выражения любви. Сам Тэхён известен как чувствительный, артистичный человек и высоко ценит эмоциональный смысл, стоящий за каждым его поступком. Даже небольшой сюрприз может сильно на него повлиять, особенно если он исходит от человека, с которым он так много пережил на своем жизненном пути. Именно поэтому предполагаемый сюрприз Чингука на день рождения Тэхёна кажется правдоподобным, даже почти неизбежным. Фанаты начали вспоминать моменты прошлых дней рождения. Были простые сюрпризы, другие, полные смеха, но всегда присутствовал элемент искренности, который делал их запоминающимися, но на этот раз все по-другому. В них сильнее ощущались зрелость и глубина эмоций. Казалось, Чингук хотел не просто заставить Тэхёна улыбнуться на мгновение, а подарить ему что-то, что надолго останется в его сердце. Что-то, что можно измерить не материальными вещами, а чувствами. Чингук неоднократно говорил о важности выражения чувств, пока не поздно. Теперь это высказывание снова подхватили фанаты, проанализировали и связали с текущей ситуацией. Чувствует ли Чингук, что сейчас подходящее время, чтобы передать что-то, что он долгое время держал в себе? Неужели этот сюрприз связан не только с годовщиной, но и с признанием важности жизненного пути Тэхёна, с осознанием его значимой роли в жизни самого Чингука? Эмоции фанатов еще больше разгорелись, когда они увидели реакцию Тэхёна на нескольких недавних выступлениях. Улыбка казалась мягче. Тишина была наполнена смыслом.
Как будто Тэхён тоже чувствовал, что что-то готовится, хотя, вероятно, сам не знал, что именно. Их близкие отношения заставляют многих верить, что у Тэхёна сильная интуиция по отношению к Чингуку и наоборот. Именно поэтому каждый маленький жест становится предметом бурных обсуждений. Действительно ли фанаты не готовы? Вероятно, да. Потому что, независимо от формы шока, его последствия ощущаются еще до того, как он произойдет. Эмоции пробудились, надежды возросли, а любопытство достигло точки, которую трудно контролировать. Социальные сети были полны комментариев, отражающих как тревогу, так и энтузиазм. Некоторые ожидали, что сюрпризом станет песня. Другие подозревали личное письмо. Третьи представляли себе интимный момент, понятный только им двоим. Все эти возможности вращаются в умах фанатов, создавая атмосферу напряжения, которая редко сбывается. 30 декабря теперь стало не только днем рождения Тэхёна, но и символом всеобщего ожидания. Каждый день приближает публику к ответу на этот важный вопрос. Действительно ли Чингук подготовил этот эмоциональный сюрприз на день рождения Тэхёна? Или все это лишь преувеличенная интерпретация чрезмерно чувствительных фанатов? Но если посмотреть на действия Чингука все это время, трудно исключить возможность того, что за его молчанием скрывается нечто очень важное. В мире развлечений, часто наполненном мгновенными сенсациями, эта история кажется другой, потому что она основана на подлинных человеческих отношениях. Речь идет не о сплетнях об айдолах, а о том, как два человека, выросшие вместе, по-своему справляются со временем, переменами и эмоциями. Чингук и Тэхён показали, что близость не всегда нужно потакать, а внимание не всегда нужно демонстрировать. Именно в молчании смысл часто бывает наиболее сильным. Если сюрприз действительно произойдет 30 декабря, его влияние, вероятно, выйдет за рамки простого празднования дня рождения. Для Тэхёна это может стать моментом для размышлений, напоминанием о долгом пути, который он прошел, и доказательством того, что посреди суеты мира все еще существуют искренние отношения. Для Чингука это может быть способом выразить свои чувства, не говоря об этом напрямую. Но до тех пор этот важный вопрос будет продолжать оставаться актуальным. Не слишком ли это эмоционально? Да, даже до того, как ответ будет раскрыт. Не готовы ли фанаты? Вероятно, да, потому что, каким бы ни был исход, эмоции уже задействованы. И в этом сила этой истории. В наполненной смыслом неопределенности, в обнадеживающем предвкушении и возможности того, что небольшой сюрприз может стать одним из самых запоминающихся моментов в истории отношений Чингука и Тэхёна. Когда эта дата наконец наступит, мир увидит, приведут ли все эти подсказки к одному ясному ответу или откроют новые, более глубокие вопросы. Но одно можно сказать наверняка. История о том, как Чингук тайно готовил эмоциональный сюрприз для Тэхёна, тронула чувства многих людей еще до того, как сюрприз был раскрыт. И, возможно, это был первый настоящий сюрприз, коллективное чувство, рожденное из возможности, из простого, но волнующего вопроса. Все это к его дню рождения 30 числа? Этот вопрос продолжает находить отклик, поскольку история не ограничивается простыми догадками, а превращается во все более глубокое эмоциональное повествование, когда фанаты начинают прослеживать путь Чингука и Тэхёна с самого начала. Их отношения не развивались в одночасье и не были результатом работы камер. Они строились долгими днями репетиций, из неудач и успехов, которые они пережили вместе, с юного возраста, под давлением глобального мира развлечений. В этом контексте каждое действие Чингука теперь рассматривается с более широкой, зрелой и гораздо более эмоциональной точки зрения. Многие фанаты помнят, как Чингук, присоединившийся к группе как самый младший участник, часто проявлял большое уважение и восхищение к Тэхёну. Он многому научился не только в музыке и на сцене, но и в том, как выражать себя и выживать как человек, сталкиваясь с требованиями публики. Тэхён со своей уникальной и чувствительной личностью часто, именно он привносит эмоциональный колорит в группу. Когда эти два персонажа встречаются и развиваются вместе, формируется связь, которую трудно описать простыми словами. Именно поэтому предполагаемый сюрприз на день рождения воспринимается не просто как романтизация фанатов, а как нечто, основанное на реальности их отношений.
В последних прямых эфирах Чингук стал чаще делать паузы перед ответами на вопросы, словно обдумывая каждое слово. В его голосе появились задумчивые интонации, которые раньше встречались крайне редко. Чувствительные фанаты восприняли это изменение как сигнал. Они задавались вопросом, не готовится ли Чингук к важному моменту, который он не хотел испортить неосторожными замечаниями. Молчание стало самым сильным намеком, поскольку Чингук известен тем, что ему трудно скрывать свои эмоции, когда что-то действительно для него важно. Между тем, Тэхён также показал другую эмоциональную сторону в конце года. Несколько раз он говорил о прошедшем времени, о воспоминаниях и о благодарности людям, которые оставались рядом с ним. Предложения звучат просто, но в контексте его долгих отношений с Чингуком смысл кажется многогранным. Казалось, что Тэхён находился в той же фазе размышлений, хотя, возможно, и не знал подробностей плана Чингука. 30 декабря становится все более символичным, поскольку это не только день рождения Тэхёна, но и конец насыщенного года для BTS и каждого из их участников. Многие видят в этом моменте точку соприкосновения прошлого и будущего. Если Чингук действительно подготовился к эмоциональному потрясению, то время показалось подходящим. Признание, награда или даже просто искреннее выражение благодарности будут иметь гораздо больший эмоциональный вес, если они будут преподнесены в конце года. Время, когда все склонны к размышлениям. Фанаты начали представлять различные сценарии. Некоторые считают, что Чингук мог подготовить очень личную музыкальную композицию, песню, не предназначенную для рынка, а для одного человека. Есть также те, кто подозревает рукописное письмо, что-то простое, но очень интимное. В быстро меняющемся цифровом мире такие действия кажутся редкими и ценными. Другие предположения указывают на возможность сюрпризов в виде личных моментов, которые не полностью раскрываются перед публикой. Выбор, соответствующий склонности Чингука держать самые ценные вещи в тайне. Но что делает эту историю еще более эмоциональной, так это реакция самих фанатов. Многие признались, что эмоционально вовлеклись в происходящее, словно были частью этого пути. Слезы текли от одной только мысли о возможности сюрприза. Возникало чувство волнения от осознания того, что за идеальным образом айдола скрываются люди, которые испытывают чувства, хранят воспоминания и нуждаются в уважении друг к другу. Эти коллективные эмоции показывают, насколько крепка связь между BTS и их фанатами. Отношения, построенные на эмоциональной честности. Вновь возник вопрос о готовности фанатов. Действительно ли ARMY готовы стать свидетелями момента, который, вероятно, будет очень личным и трогательным? Многие ответили «нет». Не потому, что не хотели его видеть, а потому, что интенсивность его эмоций показалась слишком сильной. В некоторых постах фанаты даже шутили, что им нужно приготовить сердце и салфетки на случай, если сюрприз действительно произойдет. Но за шуткой скрывается настоящая эмоциональная честность. Эта история также вызвала более широкое обсуждение того, как удивление и забота в человеческих отношениях часто оказывают гораздо большее влияние, чем публичные слова. Чингуку не нужно ничего объявлять, чтобы люди почувствовали его намерение. Достаточно небольшого изменения в поведении и атмосфере, чтобы публика уже почувствовала что-то особенное. Это свидетельствует о высоком уровне эмоциональной зрелости, что, возможно, свойственно только тем, кто в юном возрасте пережил много жизненного опыта. Если правда, что сюрприз предназначен для дня рождения Тэхёна, то его значение не ограничивается одним днем празднования. Это станет символом долгого пути, верности и дружбы, а также смелости искренне проявлять заботу. Тэхён, известный своей любовью к искусству и эмоциональной глубине, скорее всего, отреагирует многозначительным молчанием или запоминающимися выражениями лица. Такой реакции, какой бы незначительной она ни была, будет достаточно, чтобы лишить весь мир дара речи. Но до сих пор все остается в области предположений. Чингук хранит молчание. Тэхён сохраняет спокойствие, а фанаты продолжают ждать. Это эмоциональное напряжение, именно та часть истории, от которой невозможно отделиться. Само по себе это уже глубокое эмоциональное переживание.
Каждый день, приближающийся к 30 декабря, ощущается как обратный отсчет до чего-то неопределенного, но с нетерпением ожидаемого. И, возможно, именно в этом и заключается истинная сила этой истории. Не только в возможных сюрпризах, но и в эмоциональном путешествии, которое они проходят вместе. Чингук своим молчанием создал пространство для интерпретации, надежды и эмоций. Тэхён своей чувствительностью становится центром всего этого эмоционального внимания. Фанаты своей любовью становятся одновременно свидетелями и частью истории. Действительно ли это в честь его 30-летия? Этот вопрос до сих пор остается без ответа. И все же именно это делает эту историю живой. Потому что иногда самая эмоциональная история – это не окончательный ответ, а скорее душевная тяжесть, возможность, которая заставляет сердце трепетать, и вера в то, что за молчанием скрывается любовь и забота, которые готовятся с большой тщательностью. Эмоциональное напряжение усиливается, когда фанаты начинают понимать, что эта история не существует сама по себе, а связана с этапом жизни, который Чингук и Тэхён проходят как взрослые люди. Время многое изменило. Они уже не подростки, бегающие по коридорам репетиционной студии с простой мечтой, а взрослые мужчины, понимающие значение потерь, верности и ценности отношений, выдерживающих глобальные потрясения. В этом контексте каждое маленькое действие приобретает гораздо больший символический вес, чем раньше. Чингук сейчас находится на том этапе, когда его эмоциональные проявления стали более контролируемыми, глубокими и значимыми. Он больше не демонстрирует свои чувства так спонтанно, как раньше, а выбирает подходящий момент. Такое отношение делает предположение о сюрпризе на день рождения Тэхёна еще более правдоподобным. Если Чингук действительно что-то подготовит, он позаботится о том, чтобы момент был не просто милым, но и эмоционально значимым, затрагивал суть их отношений и оставлял неизгладимое впечатление. Сам Тэхён известен как человек, очень чуткий к изменениям энергии окружающих. Он часто улавливает то, что не говорится напрямую. На некоторых публичных выступлениях он выглядит более задумчивым, словно взвешивает множество вещей. Некоторые фанаты предполагают, что Тэхён, возможно, почувствовал, что Чингук что-то готовит, хотя он пока не знает, в чем именно заключается сюрприз. Если это предположение верно, оно добавляет эмоциональный слой, делая историю еще более сложной и интересной. 30 декабря стало восприниматься не просто как празднование возраста, а как символический момент перехода. В наше время и на данном этапе карьеры каждый день рождения несет в себе более глубокий смысл, требующий размышлений. Тэхён многое пережил, от пика популярности до психического стресса, который не всегда виден публике. Если Чингук выбрал этот момент, чтобы подготовить эмоциональный сюрприз, это можно расценить как признание всего пройденного пути. Безмолвное послание, говорящее о том, что Тэхён не одинок. Фанаты продолжают собирать подсказки, какими бы незначительными они ни были. Они пересматривают старые видео, анализируют старые разговоры, даже тексты песен теперь читаются с новой точки зрения. Все это создает яркое коллективное повествование, развивающееся из взаимодействия между айдолами и их фанатами. Хотя не все предположения верны, сам процесс поиска смысла стал для многих людей глубоким эмоциональным переживанием. Интересно, что Чингук никогда ничего не опровергал и не подтверждал. Молчание – это не просто отсутствие реакции, а пустое пространство, наполненное надеждой и интерпретациями. В современном мире развлечений, где почти все проясняется на ходу, такое отношение кажется необычным. Но именно поэтому внимание общественности все больше приковано к нему. Молчание Чингука, казалось, говорило больше, чем 1000 официальных заявлений. Эта история также породила размышления о том, как искренние отношения часто не нуждаются в публичном подтверждении. Если сюрприз действительно был, возможно, Чингук не хотел превращать его в зрелище. Вероятно, он просто хотел, чтобы Тэхён прочувствовал все в полной мере, без давления внешних ожиданий. Однако ирония славы заключается в том, что даже самые личные намерения могут стать глобальной проблемой. Именно здесь напряжение между личной жизнью и публичностью становится особенно заметным. Для фанатов ожидание непросто. Каждый день 30 декабря становится все длиннее.
В нем смешиваются тревога, надежда и энтузиазм. Многие утверждают, что трудно отделить воображение от реальности, потому что эмоции, связанные с этим, слишком сильны. Но другие, наоборот, получают удовольствие от этого процесса, наслаждаясь чувством ожидания чего-то прекрасного, даже если это не обязательно происходит так, как они себе представляли. Если в итоге сюрприз раскроется, в какой бы форме он ни проявился, его влияние, вероятно, выйдет за рамки самого момента, он станет частью долгой истории о Чингуке и Тэхёне, главой, запомнившейся не своим масштабом или экстравагантностью, а искренностью. И даже если окажется, что все это лишь чрезмерная интерпретация, эта история все равно будет иметь эмоциональную ценность, потому что покажет, сколько заботы и любви фанаты испытывают к их отношениям. Но до сих пор остается без ответа первоначальный вопрос. Действительно ли мир готов? Готовы ли фанаты? И самое главное, готов ли Тэхён принять то, что может тронуть его сердце глубже, чем он предполагал? Каждый из этих вопросов висит в воздухе, создавая сюжетное напряжение, редко встречающееся в типичных развлекательных историях. Когда, наконец, наступит 30 декабря, что бы ни случилось, это станет ответом на это долгое ожидание. Будь то момент, запечатленный на камеру, или что-то, что остается скрытым от публики, его значение будет жить в коллективном воображении фанатов. Потому что иногда сила истории заключается не в том, что видно, а в том, что чувствуется вместе. И до последней секунды перед этим днем история о том, как Чингук тайно готовит трогательный сюрприз для Тэхёна, будет продолжать развиваться, вызывать эмоции и поднимать один простой, но неприятный вопрос: действительно ли все это делается ради его дня рождения 30 числа?